Масштабная атака по Украине, взрывы по всей стране, сотни целей в небе. Эстония и Польша заявляют о российском вторжении. Таллин экстренно обращается к НАТО для проведения консультаций. Перехват истребителей РФ, носителей кинжалов. В Литве намекают на необходимость сбивать военные самолеты России. Манипулятором и КГБшником, который готов отправить армию на захват стран НАТО, назвал Путина спецпосланник Трампа Келлог. Детали резонансного интервью. Маски сброшены, страны ЕС продолжают тянуть российский газ, несмотря на громкие заявления. Кто не отказался от энергоресурсов РФ помимо Венгрии и Словакии? Украина собирается нанести подводный удар по российским кораблям, портам и стратегическим объектам. Одной из целей может стать Крымский мост, чем готовит удар. Громкое дело о сирийце в Германии, который заставил сына совершить преступление, смерть топ-чиновника в России, а также продолжение истории об элитной недвижимости экс-министра обороны Украины Умерова в США. Досмотрите. Всем привет, это «Время прядков», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Британцы начинают наказывать Грузию за связи с Россией. Великобритания открыла новый фронт давления. Теперь под ударом оказались грузинские политики, бизнесмены и компании, которых Лондон называет, как говорится на сайте британского правительства, сторонниками незаконной войны Путина в Украине. Это была цитата. Под санкции попали 2 нефтяных танкера за перевозку российской нефти в грузинский порт Батуми, как часть так называемого «теневого флота», коллекции обветшалых и опасных судов, используемых Кремлем в отчаянной попытке сохранить доходы от экспорта энергоресурсов, являющихся главным источником финансирования незаконной войны в Украине. Теперь этим судам будет запрещен заход в британские порты и отказано в доступе к британскому судовому реестру. Кроме того, под санкции попал грузинский олигарх и медиамагнат Ливан Васадзе. Его обвиняют в распространении российских нарративов на его медиаплатформах, а также бизнесмен Атар Парцхаладзе. В Лондоне его называют близким к Кремлю и к партии «Грузинская мечта». В черном листе и несколько грузинских компаний. Кроме того, в Великобритании заявили, что уже ввели более 2800 санкций против России и ее партнеров, а теперь готовы усилить давление на тех, кто пытается усидеть на двух стульях. Маски сброшены. 8 стран ЕС продолжают тянуть российский газ, несмотря на громкие заявления. Об этом пишет The Guardian. Официальный представитель ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен раскрыла подробности. 8 стран Евросоюза по-прежнему закупают российский газ, будь то через трубы или же в виде СПГ. В списке, внимание, Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия, Испания, а также Словакия и Венгрия, которые ранее подвергались критике за покупку газа из России. При этом в Брюсселе делают оговорку: нет точных данных, где именно этот газ потом используется. Ситуация приобретает особый вес на фоне усиливающегося давления со стороны президента США Трампа, который все громче требует, чтобы страны ЕС и НАТО полностью отказались от российских энергоресурсов. Украина собирается нанести подводный удар по российским кораблям, портам и стратегическим объектам. Одной из целей может стать Крымский мост. Об этом пишут украинские медиа в материалах о презентации нового подводного дрона Украины «Толока». Его представили на западе страны, во Львове. Заявляется, что дрон способен нести 5 тонн взрывчатки и преодолевать расстояние в 2000 километров. Это самая крупная версия «Толока 1000». Он достигает 12 метров в длину. При этом сам Зеленский накануне анонсировал дальнобойные удары по территории России. Говорит, это ответ Москве на ее действия. Он также вновь повторил, что ВСУ ведут наступление на Донецком направлении. В Киеве уверяют, что силы брошены и на Купянское направление. И Купинск, а также районы вокруг города мы защищаем позиции. Спасибо всем бригадам. Будут и новые наши глубокие удары в ответ на то, что делает Россия. Z-блогеры, по сути, подтверждают, что идут тяжелые бои и контратака ВСУ. Допускают, что украинские военные могут нанести и поражение ВС РФ на определенном участке фронта. Именно итог боев под Покровском во многом все предопределит. Ситуация там не так однозначна, на самом деле. Но я надеюсь, что мы ее дожмем в свою пользу, и контрудар ВСУ в районе Доброполья еще и маукнется стиранием своих резервов. Но это, повторюсь, пока не предопределено. У противника еще есть шансы нанести нам пусть и локальное, но болезненное поражение севернее Покровской агломерации.
При этом болезненным стал для Украины новый комбинированный удар в ночь на субботу, 20 сентября. Во второй половине дня пятницы в Украине неоднократно звучал сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые каналы, а также власти, в частности западных областей, предупредили о массированной атаке и призвали не игнорировать тревогу. Вместе с тем, как Россия подняла стратегические бомбардировщики, а ракеты должны были войти в воздушное пространство Украины только на рассвете, ВСУ били ударными дронами по России. Около 3 часов ночи был поражен НПЗ в Саратовской области. Детальнее о последствиях атак напишу в прикрепленном комментарии под этим видео ближе к 9 утра по киевскому или московскому времени. Срочное обращение Таллина к членам НАТО. Эстония инициировала консультации Североатлантического альянса после инцидента с истребителями России в своем воздушном пространстве. Правительство Эстонии заявляет, что 3 истребителя, потенциальные носители ракеты «Кинжал», залетели в воздушное пространство страны и находились там минимум 12 минут. Все произошло в пятницу, 19 сентября. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены покинуть пространство. Такое нарушение совершенно недопустимо. Правительство Эстонии решило запросить консультации по статье 4 НАТО. Генсек НАТО Рютте заявил, что реакция НАТО в рамках Eastern Sentry, это недавно начатая операция Альянса «Восточный часовой», была быстрой и решительной. Это была цитата. В НАТО заявляют о перехвате российских МиГов. НАТО незамедлительно отреагировало и перехватило российские самолеты. Это еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО оперативно реагировать. МИД Эстонии требует от России объяснений. Уже был вызван временный поверенный в делах России. Ему собираются выразить протест и вручить ноту. Кроме того, Таллин призывает ответить Кремлю усилением политического и экономического давления, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел. Россия уже 4 раза в этом году нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе недопустимо. Но сегодняшнее вторжение, когда 3 истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно дерзким. В Литве при этом прозвучал более дерзкий намек. Странам НАТО необходимо подумать над тем, а не сбивать ли российские самолеты. На это намекнула министр обороны Литвы Довиле Шакалене. Она призвала Альянс действовать решительно, это цитата, и напомнила, что 10 лет назад Турция показала пример. Напомню, что в 2015 году ВВС Турции ударили с F-16 по Су-24 ВКС РФ в районе сирийской границы. Уже вечером в пятницу 19 сентября еще и Польша сделала также заявление о российском вторжении истребителей, которые пролетели над польской нефтедобывающей платформой в Балтийском море. 2 истребителя ВС РФ совершили низкий пролет в районе добывающей платформы «Петробалтик». Службы, отвечающие за безопасность Польши, постоянно отслеживают ситуацию в районе морской критической инфраструктуры, в том числе за пределами территориальных вод Польши. При этом в России уже глубокой ночью впервые прокомментировали заявление эстонских властей. В Москве уверяют, что плановый перелет из Карелии в Калининградскую область был совершен без каких-либо провокаций и нарушений и над нейтральными водами Балтийского моря. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Путин – агент КГБ и манипулятор. Такое заявление сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью для The Telegraph. Американский генерал уверяет, что Путин хорошо владеет английским языком, хотя делает вид, что не учил его, и американцы его ловили на лжи. В большом интервью говорится, что Путин не понимает Запад из-за того, что является КГБшником, а чтобы победить Путина, нужна сила, мощь и решительность. При этом Келлог считает, что мирное соглашение между Киевом и Москвой будет достигнуто. Однако пока настаивает на том, что изначально должно быть достигнуто прекращение огня, а уже после – мир. Спецпосланник Трампа верит в справедливые суды, но не верит, что Путин когда-либо попадет в Гаагу. Отношения между США и Россией могут измениться в лучшую сторону, но только после Путина. Пока Россия не вернется в число цивилизованных наций, она остается изгоем. Это цитата и слова Келлога. Кроме того, Келлог считает, что если Россия установит полный контроль над всей Украиной, то пойдет дальше, на НАТО. Вот чем Келлог аргументировал. Давайте послушаем. Абсолютно. На Путина и Россию нужно смотреть как на экспансионистскую силу. Он хочет восстановить Российскую империю. Просто посмотрите на историю. Дайте ему палец, он отхватит руку. Это напоминает мне Вторую мировую войну. В Мюнхене в 1938 году Гитлер сказал, что хочет только Судетскую область. Потом Рейнскую область, потом Польшу, и началась Вторая мировая война. История не повторяется,
но рифмуется. Это именно то, что происходит здесь с Украиной. Мы должны остановить его сейчас. В Кремле же при этом накануне отреагировали на слова Трампа о том, что Путин его подвел. Там заявили, что понимают эмоциональность американского президента и принимают ее. Кроме того, в Москве дали понять, Путин готов к завершению войны, но есть условия. Готовность к регулированию и желание регулировать политику дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого много. Друзья, как вам заявление Келлога? Как и прежде, прошу поделиться своими мыслями в комментариях под этим видео. Спасибо вам большое за поддержку и за то, что ставите лайки под видео. Это прекрасный удар по алгоритмам и организму YouTube, который невероятно привередлив. Кроме того, предлагаю подписаться на канал «Время Прядко» и нажать на колокольчик. Тогда уже завтра сам YouTube напомнит вам о том, что у меня вышло новое видео. Спасибо вам, а я продолжаю. Украина ждет сигнала из Москвы и готова как к трехсторонней встрече, так и к прямому контакту с Путиным. Пока же Москва и Киев решают исключительно гуманитарные вопросы. Это освобождение и обмен пленными, а также возвращение тел погибших солдат. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Умеров. Он озвучил требования Киева. Мы, как я уже упомянул, поддерживаем инициативу, и я думаю, что эта война должна закончиться. На данном этапе все европейские союзники вместе с США поддерживают эту идею. Украина заявила, что ей нужны гарантии, ей нужны сильные украинские вооруженные силы, ей нужна коалиция желающих быть рядом, ей нужна поддержка США, и я думаю, на данном этапе мы выполнили свою часть договоренностей с США и европейскими союзниками. Я думаю, теперь очередь за российской стороной. Напомню, что сейчас в Украине обсуждают новое расследование Центра противодействия коррупции, который заявил, что вся семья Умерова, а это жена с 3 детьми, родной брат с семьей, отец и мать, длительное время проживают в США и там пользуются суперэлитной недвижимостью. Речь о 8 объектах, которыми пользовались члены семьи. При этом, по данным ЦПК, лишь один был задекларирован Умеровым. В Центре противодействия коррупции не утверждают, что Умеров и семья владеют этими объектами, но стоимость аренды квартир и вилл достигает $10 тысяч в месяц. При этом у Умерова отрицают, что владеют данными объектами, и утверждают, что все они были указаны в необходимой декларации. 2 топ-менеджера, 2 выстрела в один день. В России заявляют о самоубийстве, а также попытке свести счеты с жизнью. В Подмосковье накануне был найден мертвым гендиректор НПК «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин. Его тело обнаружили рядом с автомобилем, винтовкой и предсмертной запиской. В ней упоминание о тяжелой депрессии. Тюнин почти 10 лет возглавлял предприятие единственного производителя углеродного волокна в России. А это стратегический материал для армии, авиации, космоса и ракетостроения. Также 19 сентября гендиректор Zeppelin Андрей Кратков пытался застрелиться. Сейчас он в тяжелом состоянии. Zeppelin управляет недвижимостью крупнейших корпораций, а сам Кратков входил в топ-100 самых влиятельных людей в сфере коммерческой недвижимости. Громкое дело продолжают обсуждать и в Германии. 46-летний сириец Али, приехавший в 2019 году в страну вместе с женой и 8 детьми, подозревается в том, что приказал своему 17-летнему сыну расправиться с 19-летней сестрой. По данным полиции, мотивом стало так называемое нарушение семейной чести. Об этом пишет Bild. При этом подросток не выполнил приказ отца и обратился в полицию, чтобы его сдать. Сирийца задержали. А вот девушка, которая должна была стать жертвой, рассказывает, что часто попадала под горячую руку отца. Он запрещал ей общаться по телефону с молодыми людьми и даже делать фото. Девушка рассказала Бильд о словах отца. Он хотел бы жить в стране, где люди аплодируют, когда он убивает свою дочь ради чести, а не в стране, где его сажают в тюрьму за убийство дочери. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.